Первый сабвуфер 10, который приходит в голову за 5 секунд, скажи, время пошло. Патриот? Почему Патриот? Так, немного рекламы Касторамы. Нам Касторама, к сожалению, не платит. Мы с Тёмой, но только с другим уже Тёмой, едем собирать вам короб, чтобы вы посмотрели, что такое собрать самостоятельно короб от и до. Сейчас пойдем купим фанеру, распилим ее, саморезы, трубу, клей, герметик и барашки, да? Да, ну, все это возьмем, все покажем, что необходимо для того, чтобы собрать самостоятельно короб. И соберем еще второй короб. У нас появилась новая опция на LoudSound.ru, наверное, инновация, такого раньше не было. Это комплекты фанеры, саморезов, герметик, в общем, всего, что нужно для сборки короба, сразу укомплектованные в одну удобную коробку. Кроме того, у нас появился конфигуратор на сайте. Вы можете выбрать покраска или перетяжка, вы можете выбрать опционально саморезы под сабвуфер. Ну, то есть, собрать себе короб своей мечты. Единственное, что вам останется, это собрать его. Здесь вы экономите на доставке, потому что такой комплект будет меньше, чем собранный короб. И, естественно, на работе. Ну и плюс это хобби, да, многие хотят самостоятельно себе собрать короб, но беготня по Касторамам или рынкам в городах, где таких магазинов нет, она занимает достаточно много времени. Ну и по деньгам, да, мы сегодня сравним. Да, по деньгам посмотрим, сколько. Мы сейчас просто пойдем тратить столько, сколько нам нужно, и потом сравним, сколько стоит наш готовый комплект. И я, кстати, еще не знаю, может даже дешевле получится. Если честно, цены мы сравнивали относительно собранных коробов, а относительно вот самому собрать, поехать. Ну, естественно, бензин учтем. Так, двигаемся по Кастораме. Тёма за рулем. Перчатки не надо, Тём? Надо, бери. Хорошие? Чистые. Тём, так а в городах, где нет Касторамы, там Леруа, таких мест, это где фанеру где купить, например? Ну, это с какими-нибудь, наверное, стройбазы. Ну и самому пилить, получается, надо. Да, конечно. Здесь у нас, лобзиков, слава богу, чуть-чуть неровно. есть распил, такая опция, очень удобная. Тёма опытный пильщик, я не пилю. Я сразу хотел пойти пилить. А Тёма говорит, что и фанера, оказывается, нужна, да? Вот фанера, 1043 рубля. Хорошая нам нужна. А отходов у нас будет? Ты можешь так рассчитать? Ты посчитал? Покажи свой листик, кстати. Так, Это не тот. Вот он. так, что ты там насчитал? Отход, да, будет большой кусок, будут куски отходов. Ну, останется. Кому-то могут пригодиться. Это ты какую, полторашку смотришь или 1,8? Сколько это? Полторашка, да? Так. Вот красивая. Ой, какой запах, как я его обожаю. А вот получше, да, на 300. Шлифованная. Давай красиво берем. Есть кто на распиле, а? Технический перерыв 10 минут. А вот цены на распил. Цена за один вес указана. Ага. Согласись, что зато очереди нет. Я тут пару раз встревал, что час ждал и больше. Сколько такое оборудование, как ты думаешь, стоит? 5-6 тысяч рублей? Да. Да, я думаю, дороже, может 10 даже. Вот кто пилит на самом деле. Люди пишут, да, я пилю, пилят они. Вот кто пилит. А люди так, скручивают и клеят. И трубу, да, иногда подрезают. Вот кто пилит на самом деле. Все? Да. Вот он ваш короб, ребята, новый. А сколько их нужно, ты примерно знаешь? Ну, примерно 50 штук, 60 на коробку. А у нас сколько идет в комплекте? Вот 50 штук, по-моему, идет в комплекте. Возьмем вот 60 штучек. Беда у нас в Кастораме с барашками, да, Тём? Берем тогда, получается, что ты берешь, болты и гайки просто? Я думаю, ты плохо вот, искал да просто. не, вот 8 есть, а вот 6 висят, вот они. А, они 315, они кончились. Так, надо сейчас Нет. мужчину позвать, он нам принесет. Барашков нет, Тём, бери гайки. Ага. Что уже заебался, мы даже короб еще не начали делать. Короче, взяли 8 болты, и под них есть барашки 8. Но Нету шайб. нету шайб. Кто-то вон все выгреб. Какой-то геморрой. А эти пойдут, Тём? Это кто, может, пойдут. Давай эти брать. Давай не будем брать сверла, которые называются eBayer. Давай какие-нибудь другую возьмем. Дефолт бери. Клей, Тёма, да?
Морозоустойчивый, особо прочный. Вот. 94 рубля. А понюхать какой возьмем? Ты нюхал когда-нибудь клей? Не. И я не нюхал, пойдем. Тёма, короче, испугался, что нам денег не хватит, и выложил прям перед кассой перчатки. Потратили мы 1846, ну и на сопутку еще 295. Ну, это как бы рекомендации, то, что нам понадобится для видео. А вы, соответственно, если у вас все это есть, можете купить только короб. Все остается теперь самое легкое, да? Да, выпилять и собрать. Почему выпилят? А, дырку. Дырки-то нет. Да, и дырки, и отверстия, там все будет. Да. Ну и, собственно, остается нам короб собрать. Во-первых, мы соберем его, чтобы показать, как собирать короба. Это для тех, кто у нас заказывать не будет. Для тех, кому вот первая часть видео больше пригодится, как поехать в Кастораму там, или в Леруа, что купить. Ну и, соответственно, сейчас будет инструкция по сборке. Это как бы бесплатная информация для вас. Нам, конечно, лучше, чтобы вы покупали у нас, потому что так мы получаем бабло. А вы получаете меньше геморроя и консультацию, и информацию. Сейчас об этом чуть более подробно расскажу. Собственно, что мы продаем? Какая альтернатива вот этому комплекту, что мы купили в Кастораме? Во-первых, мы его купили за, это ненужный чек, за 1846. Наш комплект стоит 1300, да, или сколько? 1300 ровно. И для того вам понадобится еще и труба. У нас на сайте тоже можно заказать ее, как и купить, собственно, вот в Кастораме, но у нас уже будут с раскрывами трубы. Есть возможность уже покрашенную разноцветную купить. Что здесь еще нужно сделать? Здесь надо будет пропилить отверстия для сабвуфера и для трубы. Здесь же у нас оба отверстия уже есть, причем отверстие под трубу с утоплением, сразу сделанное фрезером. Вот, ну и, собственно, с этим комплектом мы, наверное, пока прощаемся. Он был куплен для примера, показать вам. Мы не будем сейчас пилить эти дырки. Мы возьмем готовый уже с напиленным и соберем его. Покажем вам, как это делается. Труба. Почему труба, а не щель? Труба лучше, ну, во-первых, тем, что если вам не понравится настройка, или вы потом захотите поэкспериментировать, вы можете ее пильнуть, можете купить другую, можете перекрасить. Вот с щелью у вас такой возможности не будет, вам нужно будет только переделывать ящик. Так, фейл, у нас инструкция не та прикручена, ну, только сейчас протаптываем, ну, как бы это тестовые образцы, все. Естественно, на продажу все инструкции будут соответствовать. То есть у нас здесь комплект под сборку 10-го ящика, инструкцию вот ребята прикрутили от 12-го. Так, дублируется здесь инструкция, если вдруг на упаковке повредилась, пошаговая для сборки. Да, на сайте прикреплена ко всем коробам в PDF формате, можно установить на компьютер или в телефон скачать. В комплекте у нас клей, барашки и саморезы для сборки стенок. Не дешевые черные, саморезы у нас крепкие. Собираем стенки, получается, к нижней, переднюю, заднюю, потом боковую ставим. Для чего это делается? Для того, что если вы соберете, получается, вот так и будете потом последний вставлять боковую, вы будете между 4 притянутых плоскостей уже пытаться его пропихнуть. Так у нас остается 2, они играют, соответственно, у нас легко становится боковая стенка и потом легко закрывается это все верхней стенкой. Трубу также сажаем на герметик и аккуратно закручиваем. Желательно шестигранничками для красоты. Ну, в принципе, это на скорость тоже не влияет. Можно и обычными саморезами. И барашки. Я надеюсь, вы понимаете, для чего они нужны. Пока Тёма заканчивает, самое интересное — это конфигуратор на сайте. Кроме этого комплекта, в нашем новом конфигураторе вы можете также дополнительно добавить к заказу проводку внутри короба, саморезы под шестигранник при необходимости, краска или перетяжка. То есть, если покраска, то вам будет доступна выбор краски. Если перетяжка, то цвет карпета, клей. Основная фишка вот этого всего — это вот наш новый удобный конфигуратор, в который вы можете зайти и, в принципе, даже, может, не заказывая, накидать
посмотреть, что вам нужно. Там же есть подсказки, что нужно для чего. Например, если вы не понимаете, МДФ вам нужен или фанера, будет рассказано, на что влияет МДФ, на что влияет фанера. Практически все пункты в этом конфигураторе имеют подсказки. Ну и также, конечно, онлайн-консультация у нас есть. Если вы собираете себе такой короб, можете обратиться, узнать, для какого сабвуфера, какая настройка лучше подойдет и так далее. Все это у нас есть в онлайне. Ну или если вы ночью этим занимаетесь, когда у нас консультанты спят, можете оставить заявку или ВКонтакте с нами связаться, vk.com/loud2012. Там также доступна консультация по сборке коробов. Таким образом, я считаю, мы сборку коробов выводим на совершенно новый уровень. Как альтернатива вы можете заказать у профессионала. Как альтернатива можете самостоятельно купить комплектующие в Кастораме или на рынке, как будет удобно. Ну или вот заказать все под ключ, воспользовавшись нашим конфигуратором и консультацией. Итак, 40 минут примерно сборка занимает такого короба. Ну, это как бы на скорую руку, без там, особой подгонки. Можно, конечно, подшлифануть, чтобы был более товарный вид. Ну, собрали по-быстрому для демонстрации. И остается нам сейчас установить сабвуфер, проверить настройку короба. И, соответственно, у нас труба стоит очень длинная. По идее, настройка должна быть пониже. И если нам понадобится двигать настройку вверх, можно подпиливать, соответственно, эту трубу. Только надо выбрать, какой мы сабвуфер крутим. Не Альфард. Нас опять затроллят. Мачете. Давай, знаешь, что сделаем? Зайдем просто. Первый, который десятка. Сейчас нет, я зайдем, скажу Андрею, первый сабвуфер, который придет на ум, скажи. Это твоя бэха, Тёма? Или друг дал покататься? Смотри сейчас. А почему не горит вывеска? Слишком светло еще, что ли? Надо датчик настроить, чтобы посветлее, потемнее он, посветлее он включался. Так. Здравствуйте. У вас есть Loud Sound с росписью Александра Винникова? У нас две позиции, с росписью, без росписи. С росписью больше покупать. Андрей, у тебя задача, нам для обзора надо. От тебя знаешь, что сейчас понадобится? Первый сабвуфер, 10-й, который приходит в голову за 5 секунд. Скажи, время пошло. Что? Патриот? Почему патриот? Не знаю, просто... Он сказал, он врал, короче. А ты посмотрел на него? Так ближе сваты стоят. 10-й патриот. Заводим провода. Мы сейчас будем делать колхоз. Наматывать просто провода на барашки. Рекомендую использовать кольцевые клеммы специальные. Обжимать ими провода и потом накидывать их на барашки. Так. И провода будут долговечнее. Ну, контакт, наверное, лучше. Хотя контакт... Да, это до жопы на самом деле. Ну, это цивильнее гораздо использовать клеммы. Но быстрее просто нам намотать провод. Я, если честно, всегда тоже так делал. Так, Тём, и что у нас? Какая настройка получилась? Патриот воткнули все-таки. Сейчас обвинят в рекламе Урала теперь будут. Давай еще что-нибудь порекламируем. DevBonds. А, нет, это нас и обвиняют. Это что такое? Так. Давай Loud Sound рекламировать. Loud Sound покупайте. Посадочник сейчас вам расскажет, как определяется частота сабвуфера. Сколько сейчас? 25? Да. И 600 кикс, да? А ну дай ему просраться. Давай, влей. Давай еще. Давай еще. Давай еще. Да ладно, хватит. Давай, положи хуйнюшечки. Чтобы определить частоту сабвуфера, вам нужны хуйнюшечки. Вот смотрите. Сабвуфер на частоте настройки будет совершать минимальный ход. Я не уверен, что меня сейчас слышно. То есть сейчас они двигаются, подпрыгивают. И вот когда они практически остановятся... Давай мне... Я сейчас определю частоту настройки быстро. Вот на 33 они замерли. То есть минимальный ход будет именно на настройке. Так, вот оставили 33, они почти не двигаются. Подержи. 30. Включи 33. Вот они 33. Они замерли. И закрываю порт рукой. Таким образом, частота настройки этого ящика у нас получилась 33 Гц. И, соответственно, если мы отпилим немножечко трубы, мы настройку таким образом, скорее всего, повысим, да? Да, можно поднять немножечко будет. Ну, Вот. думаю, 35-36 реально сделать. Ну, прям вот отлично получилось. Ниже, наверное, для десятки и не надо, а выше можно пилить дальше, если будет
не нравится. Но, однако, у этого ящика, возможно, будет широкая полка. И, возможно, не надо будет даже пилить. Ну, вот сейчас под большинство, так скажем, афроамериканских жанров этот ящик подойдет. Под клубняк, возможно, не очень. Может, надо будет подпилить. Надеюсь, информация была вам полезна. Короб, как я уже говорил, можно собрать в конфигураторе у нас на сайте loudsound.ru. Обязательно хотя бы им попользуйтесь, посмотрите, напишите ваш отзыв. Очень важен он для нас, потому что направление новое, мы сейчас его обкатываем. Пишите обязательно ваши комментарии, ставьте лайки, делитесь видео и всем покажите громко. Давай, что делаем теперь? В розетку будем его втыкать? Конечно. Что это за обзор будет, если мы его не воткнем в розетку? Сейчас у нас кто-то сдохнет. А ну, открой маркер, пожалуйста. Чтобы нам было проще его продать, потому что это дорого, на самом деле, сабвуфер его так полить. Я на нем распишусь. И после ремонта у Суренчика он будет продаваться. Хотя не факт, да, что он сгорит, или факт? Покажи наш антидомозвук. Подожди. Не втыкай, да, замедленку сейчас включу. Давай, замедленка пошла. Мы в аду. И чё, он выжил, слышишь? Получается... Сгорел? Да. Заклинило? Да, походу, да. Иди пробки смотри. Слышь, такого ни разу не было. А что у нас с пробками посадочник? Да я откуда знаю. Ну их ни разу не выбивало. Это что, патриот такой у нас, что ли? Это заземление, походу, в магазине сделали. Слышь, у нас ничего дорогое не было воткнуто. Ну я думаю, он в КЗ сейчас ты опять перемкнешь проводку. Ну это долбоебизм. Ну ладно, втыкай. Не, он работает вроде, ходит. Или заклинишь он? Слышь, а ты можешь, там автомат, да? Да. А иди его рукой подержи. И что это, у нас Урал первый после УФО 5 победил розетку? Ну работает, все нормально. Так это автомат и говно. Не, все, не держи, походу ничего не получится. Прохудилась Да, у нас, проводка. походу, сделали. Loud Sound. заземление. Втыкай его в кикс, ладно, что делать. Не, там какая-то беда. Я тебе говорю, мы сейчас кикс убьем тупо. Подожди, сделай тише. Выключи нахуй Лешу Джея. Нахуй Лешу Джея выключи. Авторские права забанят сейчас видео. Да вообще выключи просто и все отсюда. Лешу Джея без музыки надо слушать, чисто басуху. Походу что-то сломалось. Защита, выводи. А там уже теперь пропал теперь этот звук, слышишь? Он починился. Нет, все нормально. Ай, больно, блин. Сколько было? 10,6? А, ну ему вольтаж не нравится. Ладно, выкручивай его. Хотя не надо, не выкручивай, дай нож лучше. Нас часто спрашивают, как ремонтировать сабвуферы. Сейчас я вам покажу, как их ремонтировать. Если вы собирались написать, лучше бы мне отдал. Сейчас самое идеальное время. Там водичка пиздец. Ну она х**нула просто подкирна, да? На самом деле целая катушка. Шайбу сорвала, кстати, из-за этого он хрипел. Катушка выдержала. Это неплохой сабвуфер. Сурену завтра дайте, пусть починит. Нахер мы вообще это все показываем, мы короб собирали? Да, за такую рекламу нам Урал может вообще и САП прислать, если что. Урал давно просили у нас рекламу. Это был обзор Loud Sound, я уже там сказал, да, всем покажите громко, поэтому всем покажите громко. Это замедленка была, да? Или нет?